Вот так рождаются пришельцы. Димон, расскажи, чем мы занимаемся? В мусорке ковыряемся, еду ищем. Знаете, недостаточно людей поддерживает нас на Патреоне, к сожалению, а денег YouTube не приносит. Поэтому ищем еду вот тут вот. Да, мы уже нашли тухлые помидорки. На самом деле мы собираем картон для того, чтобы сделать из него шахту вентиляции, по которой Дин будет перемещаться в режиссерской версии нашего ролика про пришельцев. Дима там, кстати, будет играть роль пришельца. Вот сейчас по всплывашке вверху экрана можете посмотреть это видео. Я думаю, офигенно получилось. Ты хорошо проверил, он хорошо клеит. Клеит хорошо. Лёнь, идем, давай, на, давай, ползи. Ползи, не страшно. Молодец. Ой, как страшно. Давай. Давай, проходи. Прыгни обязательно коробочку. Идем. Проходи, не страшно. Проходи дальше. Браво. Почему мы, в принципе, решили делать ремейки старых видео? Ремейки и компиляция. Потому что наш канал уже довольно старый, и очень много старых роликов, но старые – это не значит плохие ролики. Они уже практически не получают просмотров, и поэтому не приносят нам дохода. А, к сожалению, прямо сейчас, после прошлогодней блокировки и монетизации на нашем YouTube-канале, наш канал находится, откровенно говоря, на грани банкротства. То есть, если еще чуть-чуть упадут наши доходы на YouTube, то нам придется Диму увольнять. Это первое. А без Димы я не представляю, как это все будет работать. Поэтому мы отчаянно пытаемся сохранить наш проект. И вот сейчас появилась такая идея поделать компиляции старых роликов и ремейки каких-то роликов. Потому что мы точно знаем, что эти ролики заходят. У нас есть биг-дата по этим роликам. То есть удержание аудитории. Мы знаем, в каком месте этот ролик просел, в каком месте его можно улучшить. И сейчас на основании наших новых знаний и биг-даты, которые у нас есть, мы сможем сделать реально какой-то крутой ролик, который почти с гарантированной вероятностью залетит и поможет нам как-то вернуть свои позиции. То есть нам сейчас очень нужно какой-то бурст, что-то нам нужно. Так, нам не хватило картона, и мы пошли на другую помойку. Продолжаем потрошить помойки. Ради искусства. Это, видите, очень узкое. То есть нам нужны такие вот длинные высокие коробки. Вовремя мы забрали, потому что пришли за мусором. Текаем, чтобы у нас ничего не отобрали. Предвосхищая ваш вопрос, в Черногории в магазинах коробки не продаются. Вот коробки для переездов. Я не знаю, почему так, но вот так исторически сложилось. И поэтому пойти на помойку – это практически единственный способ найти вот картонные коробки. Так, третий или четвертый день создания нашей шахты вентиляции. Мы уже перешли на соединение всего этого. Видите, самое сложное – это внутренние стыки проклеить вот таким фольгированным скотчем, потому что он очень требовательный, очень сложный пользоваться. На данный момент, несмотря на то, что картон весь с помойки, эта шахта вентиляции обошлась нам уже больше, чем 100 евро. Так, закончили наш этот самый. Все, вот так, отлично. Вообще классно. Ир, надо запускать овчарку. Иди ко мне. Давай. Да, молодец. Че? Идет? Идем. Зай, иди ко мне. Давай. Да, молодец. Да, суперский, браво. Ищи. Молодец. Молодец, иди ко мне, давай. Офигенно! Давай, браво. Как офигенно вообще! Джей, иди ко мне. Молодец. Скажи, подписчики, они убрали тоннель и не пускают меня туда. Скажи, так вкусно кормили за его прохождение, и все, да? Скажи, требую продолжения банкета. Малыш. Все, мы закончили создание трубы полностью. И основной трубы, и дополнительной секции, которая будет использоваться для планов, где выглядывают собаки, смотрят на что-то. В общем, это вход-выход. И реквизит, конечно, получился такой сложный, такой дорогой, что нужно придумывать что-то еще, какие-то еще ролики. Наверное, какие-то шорцы будем снимать. С Дзеем! С Синком Дзеем. Скажи, это будет миссия невыполнима, наверное.
Я сказы, потому что могу Тома Круза вообще задублировать. Задублировать могу сказы. Мы примерно одинакового роста с ним. Я сказы очень похож на него. Вот тут вот по всплывашке сейчас посмотрите обязательно ролик, который мы сняли, дополнительный. Следующий пункт нашей программы. Мы должны решить, какую использовать маску. Вот эту новую. Удобную, кстати. Или вот такую старую. И вопрос на самом деле нетривиальный. Это наша новая маска, она выполнена из пластика. У нее, как видите, глаза прозрачные. Ну, я покажу с обратной стороны. Есть отверстие для дыхания в носу и во рту. И она гораздо комфортнее для ношения. Вот посмотрите, как внутри новой маски. То есть там поролончиком все проклеено. И вот глаза, видите? Ну вы хоть что-то? Ой, ну в принципе очень хорошо вы даже видите. Это же маска резиновая, видите? У нее непрозрачные глаза. Видите, вот не видно совершенно ничего. Не видно совершенно ничего. Отверстия в носу у нее тоже есть, но они не очень удачно расположены, поэтому фактически дышать в ней не очень получается. И как бы на первый взгляд кажется, что эта маска лучше. Но если мы будем использовать новую маску, то нам получится, надо переснимать абсолютно все сцены с пришельцами. Мы ничего не сможем использовать из того, что мы сняли в 2020 году. Но я посмотрел, там на самом деле очень классно отснято. Футажи сняты в очень хорошем качестве. И как бы хорошо высвечены, все классно, хорошо сыграно. И я не вижу смысла многие из них переснимать. Поэтому мы, конечно, посмотрим, как новая маска смотрится. Если она на 2 головы выше в кадре, то, конечно, мы все переснимем. А если она выглядит сопоставимо, ну, то, наверное, оставим старую. Но я не люблю снимать чисто тестовые съемки ни для чего, поэтому мы снимем новый шортс под песню Джея «Cosmic DJ». Кстати, вот сейчас по ссылочке переходите и слушайте альбом Джея, который называется Puffs on the Keys. Джей начинающий музыкант, и его нужно поддержать. Ну а мы начинаем снимать. Что, жена, ты думала, Dyson тебе покупали? Нет, для работы. Ну просто всем сразу. Такое вообще это, потрогай, да? Ну да, это как пленочкой. Да. Вот так рождаются пришельцы. Хотя нет, пришельцами не рождаются, пришельцами становятся. Конечно. Это же прийти надо сначала. Ну да. А ты как настоящий блогер на 2 камеры? Понимаете, контента стало слишком много. Сними вертикально, сними горизонтально. Скоро будет диагонально еще сними, какой-нибудь диагональной соцсети. Так, как вы поняли, мы продаем наш мерч. Пытаюсь. Пытаемся, да. Мы продажники от Бога, но это как бы это. Покупайте мерч. По ссылке. Под ссылке, да, вот сейчас вот здесь появится. Ага, отличный фильм. Супер. Привет! Привет, мистер Плеселец, здорово, здорово, друг. Я люблю плесельцев, плесельцы мои друзья. Ну все, снимаем. А вы пока смотрите на новый шортс по ссылке вот по подсказке. А сейчас подсказка... На ТикТоке. Нет, на Ютубе. Вот так классно. Ну все, достаточно, я считаю. Ладно, купайся. Пришельцы. Маска новая, выглядит очень хорошо. И сниматься в ней очень удобно. Но есть и проблемы. Во-первых, ее текстура. По ней видно, что она все-таки пластмассовая, и она вообще не похожа на кожу. С другой стороны, старая маска, вот посмотрите. Но она, из-за того, что она сделана так плохо, то есть она такая прям некачественная, у нее очень много каких-то рельефов, бугорков и так далее. То есть в данном случае ее некачественность играет ей на руку, она выглядит гораздо более живо и естественно. Мы знаем, как старая маска выглядит круто. И прости меня, Дима, но, наверное, мы будем снимать со старой маской. Потому что
жалко те футажи старые, и, ну, нет той разницы. То есть понятно, что новый проект про пришельцев мы будем снимать с новой маской, однозначно. Ну, она выглядит достойно. А старый проект, ну, ремейк нет смысла переснимать все заново из-за новой маски. Будешь терпеть. Терпи, трудись. Ты был для этого рожден. Жена, ну на какую камеру будем снимать? На телефон, конечно. Нет, ты чё? Я телефона не признаю. Итак, варианта у нас два. У нас две камеры, как вы знаете. Первая — это кинокамера Red Komodo 6K. Обожаю ее просто. Великолепная камера. И наша новая камера — это Sony R5, да? Я не знаю, какая модель у меня телефона. Да, это Sony Alpha 7 R5. Новая камера, мы ее купили совсем недавно. Однажды вот здесь по всплывашке появится влог о том, как мы ездили в Белград и покупали эту камеру. Это был челлендж тот еще. Обе камеры классные, обе камеры на самом деле сопоставимы по качеству. У каждой свои сильные и слабые стороны, но в этот раз мы будем снимать полностью все на Sony. А потому что мы используем много старых кадров, а старые кадры были сняты на нашу прошлую камеру Sony Alpha 7 III, и она очень хорошо мэчится, очень похожий цвет с этой камерой. То есть, если мы снимем на Sony, то у нас проблем не будет с тем, чтобы склеить и соединить старые и новые футажи. Будет все смотреться бесшовно и абсолютно одинаково. Давайте уже снимать, наверное. Пора уже снимать. А то балаболишь и балаболишь только. Это сейчас было обидно. Поехали. Во время тестов мы поняли, что тоннель двигается сильно. Поэтому его надо прикрепить к полу. Попробуем сейчас скотча немножко накинуть. Должно быть получше. Дин, ты готов показать суперкласс? А куда ты уходишь? Дин! Никаких суперклассов. Дин, да? А сниматься? Итак, камеру мы расположим вот так вот на полу, на своей собственной подставке. И на самом деле, как освещать все это барахло, особо нет разницы, потому что все, что угодно, будет выглядеть фальшиво, потому что в любом случае в настоящую шахту вентиляции света столько не попадает. Поэтому задача как-то высветить. И видите, там внутри очень куча переотражений, и все выглядит хорошо. Смотрите, нам надо снять. Он забегает вот сюда, пробегает вот сюда, оттуда вот туда и оттуда вот туда. Это, ну, склейкой будет. Все. Умница. Сходи, сходи. Да, какой умница. Нет, передумал? Дин, давай, ко мне. Ко мне, ко мне. Давай, 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 залезай. Да, браво. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Браво, здорово. Да, иди прямо. Да, здорово. Ко мне. И обратно, ага. Да, здорово. Все супер. Да, супер. Молодец, браво. Все, мы отсняли самое простое, теперь вещи поинтереснее. Мы будем снимать камеру в движении. Мы сделали вот такую вот штуку. Это просто картон, на которого мы поставим камеру и будем вот так перемещать камеру внутри тоннеля. Посмотрите, как это выглядит. Иди сюда. То есть вот так это выглядит. Да, Дин. Сейчас будем тебя дальше снимать. И получается очень прикольные динамичные кадры. Инспекция. Браво! Это офигенно. Кайф. Так, туннель разбираем, но мы его пока не выбрасываем, потому что, во-первых, может что-то придется переснимать, а во-вторых, ну он такой дорогой, что надо еще какой-то ролик придумать, Дим. Второй ролик про спецагента. Третий ролик про спецагента, да? Четвертый ролик про спецагента. А что, ну смотри, франшиза спецагентов сколько их частей? По одной, что ли? Ну да, по Ну, много. всё, не вижу Вон Джеймс проблем. Бонда 50 уже.
Все, не вижу проблем. 50 роликов плюс 50 дней. Звучит логично вообще. Франшиза. Франшиза. Spy J. Mission Impossible. Mission Impossible, да. Hasta la vista, Димка. У тебя так много глаз. Смотрите, вот это то, благодаря чему, в принципе, ремейк этого ролика стал возможен. Потому что Дима до сих пор не выкинул свой творческий кардиган. А иначе как бы мы придумывали ролики без него? Ну, как бы да, мы одеваем творческий кардиган по очереди. Мы носим его по очереди. У кого кардиган, тот и придумывает сценарий. Это наш артефакт. Да, он дает плюс 10 креативности. Ну все, теперь я буду пока дальше расставлять цвет, а Ира красит Диму, потому что руки красить где-то минут 30-40, да. Ну все, погнали. Большая проблема у нас это маленький хромакей, потому что наш хромакей всего лишь, сколько он, 1,80 м, наверное, на 1,20 м. Очень много, когда тело выходит за пределы хромакея, и это приходится все руками вырезать, ротоскопить. Надо, конечно, больше хромакей покупать, если мы планируем виртуальный продакшн двигаться. Сейчас мы Диме проденем трубки. Смотрите, что мы делаем. Мы нарезали трубочки, ну это обычные трубки для воды. И теперь мы продеваем их туда в маску, чтобы ему было проще дышать. И прячем их под кофту. Это уже отработанная схема, мы в прошлый раз так делали. Количество воздуха очень сильно увеличивается, которое попадает под маску. Но все равно максимум Дима может минут 10-15 выдержать. Потом надо делать перерыв, чтобы он отдышался. И маска высохла изнутри, потому что она, конечно, много конденсата скапливается. Как слышишь меня? Я слышу тебя. Окей, тогда сейчас будем снимать твой бег. Начнем сначала. Мы снимаем бег, и я сижу, придерживаю, чтобы Дима не выходил за пределы фокуса. Я слежу за тобой через ноздрю. Я не вижу. Только не сморкайся. Зеленая жижа. Так, ну вообще все идет неплохо. Пока Дима справляется. И сейчас перерыв на обед. Молодец. Молодец, малышка. Ой, ну все, ну не придуряйся. Сейчас тебе нос еще закроем. Кажется, я убил пришельца. Увидим, Димка там или не, уже все. Давай, ставь. Ой, ты придурённый, а? Ну, всего лишь чуть не умер от удушения. Ну и вот, маска сейчас вся влажная. Ее нужно поставить посушиться. Раскрыть и посушить. Назови всяких пэтсов. Так, Димон, давай левее. А для тебя правее двигайся. Еще чуть. Вот, да, все. Мы уже несколько месяцев занимаемся этим проектом с нашим ремастером видео про пришельцев. Все началось с того, что мы купили новую камеру, проверили, как она кеется, проверили маску новую, приняли решение, что будем снимать со старой маской, чтобы много чего не переснимать. Проверили, как все это работает. Продумали новый сценарий, внесли много изменений. Ролик переснят примерно на 60%. После того, как внесли эти изменения в сценарий, начали заниматься съемкой. Все отсняли на зеленом экране, а теперь под то, что мы отсняли, создаем виртуальное пространство. Для этого мы используем Unreal Engine 5, кучу мешей, которые мы накупили, насобрали коллекцию уже за эти годы. И вот теперь это, наверное, наш самый будет виртуальный ролик, Дим. Он и так был самым виртуальным роликом. Ну да. А станет теперь вообще только чисто виртуальным роликом. Ну да. Там на самом деле не на виртуальном пространстве 20% будет. Что, знаешь, что это напоминает? Симсы. Ты, короче, обустраиваешь свой дом. Ир, слышь? Да. Ну реально ж Симсы. Вообще реально с компьютером вопрос, что делать, потому что Диме нужен новый компьютер. Видите, в чем суть? Что он приходит ко мне, сидит, работает на моем компьютере, и я не могу работать.
потому что его компьютер не вывозит уже эту графику. Нужна мощная машина, и непонятно, как Mac под это подходит, потому что, судя по всему, с Unreal Engine лучше работает на Windows компьютерах с видеокартами NVIDIA. Короче, не знаю, возможно, надо покупать какую-то башню, какой-то ПК. Вот, но вы надонатьте, мы потом будем думать. Пока рано. Что здесь за сходка пришельцев? Это все мои альтер-эго. Слушай, это тебя расщепляет? Мультивселенная. Мультивселенная пришельцев. Да, вот так вот мы подбираем ракурсы. А еще где-то твою руку оторвало. Да. Смотрите за то, как она отбрасывает отражение красиво. Видите? Да. Могем, умеем, практикуем. О, наши патроны. Да, ваша кровь. Все на месте. Так, у нас случились досъемки. Такое случается на самом деле почти каждый раз. Потому что каждый раз, когда ты смонтировал ролик, ты понимаешь, что в нем что-то не так, нужно что-то менять. Так случилось и сейчас. Мы решили заменить еще часть старого материала. Смотрите, сейчас мы будем снимать операцию. Будут сниматься Дима и Ира в качестве пришельцев. Я буду в качестве оператора и режиссера. Я не хочу, потому что надевать эту душную маску. А нет! Смотрите, что мы сделали. Камеру поставили на штатив под углом где-то 45 градусов. Под углом где-то 60 градусов разместили хромакей. Все это дело вот так вот высветили. Получается, хромакей плохо высветился, места мало. На самом деле, по-другому надо было бы светить. Ну ничего, пойдет. Вот там вот будет Дима с Ирой стоять на фоне хромакея. И книжкой, да, вот там вот, смотрите, сверху повесили контровик. И вот так вот книжкой от отражателя я освещаю их лица. Ну, вроде получается красиво. Как-то так это выглядит, видите? Ну, они только будут в качестве пришельцев, и чуть-чуть надо будет присесть. Да, вот так вот. Супер. Почему возникла такая проблема? Потому что в прошлый раз мы это все снимали не на хромакее, а мы снимали на фоне просто лампы. Ну и как бы оно выглядит окей, но все остальное выглядит уже так круто, все сцены на космическом корабле, ну что оно уже не клеится, что нужно и там менять фон. Осуждаю. В этих сценах пришельцы у нас будут носить перчатки, чтобы заново руки не пришлось красить. Ну и как бы это все-таки операционная. Друг каждого пришельца. Желтая перчатка. Угу. Дима, а ты был на операциях, когда учился в меди? Да. А что за операции делали? Вазоктомия. Вазоктомия? Да. Ну это очень важная операция. Скажи, вы не правы. Я буду все режиссировать вообще-то. Неправда. Я буду режиссером. Папа плохой режиссер, я лучше. Так, это Ира, если вы не поняли. Ира, расскажи, как тебе в маске? Да, нормально, Дима, мне кажется, утрирует. Утрирует? Меня раскрыли. Все ясно. Кстати, в этом ролике будем рекламировать вот такую вот футболку, декселюцию. Покупайте. Сейчас высветится футболочка. Классно. Так, Ира отлично, Дима чуть пониже. Так, фокус подвожу. Давайте, смотрите на Дина. Поворачиваемся, киваем. Ага, тянемся. Быстро тянешься, Ира. Повтори, пожалуйста. По мне, пусть бы 5 дней ротоскопа. Я согласен. Да. Блин, мы за 20-30 минут все сняли. Какой ценой? Ага. Не Два знаю. человека пострадали или один бы сидел Ага, это сколько? вот именно. Ну, вы пострадали 15 минут, а я пострадал 5 дней. Да ладно. Это прям проблема вагонетки Да не сейчас у нас. прибедняйся. У нас прям дилемма вагонетки. Сидел бы чай пил спокойно, Ага, ротоскопил, ну, мультики бы смотрел. Люди, понимаете, если бы не моя самоотверженность, вы бы ролик еще на неделю позже увидели. Дима, ну ты-то со мной согласен, что мы сейчас лучше сделаем? Нет. Так, ладно, теперь еще у Димы планы. Вот смотрите, как я сегодня сделал. Видите, весь кадр заполнен хромакеем. Поэтому проблем никаких не будет. А в прошлый раз некоторые кадры не получилось так сделать, и хромакей
выходил вот за углы, приходилось вручную все это допиливать. Как всегда, где-то 2 часа подготовки и полчаса съемок, да, Димон? Да. Смотрите, как вывернутые пришельцы наизнанку выглядят ужасно. Кстати, видите, у них тут зашито, получается, глаза. Это мы сами зашили, что иначе там были такие щели, через которые смотреть. Но выглядит очень неестественно. Почему у меня в этом ролике нет? Есть, зайка. Ну, в смысле, там я только в бочке сказал, и все. Самое интересное, что когда мы в 2020 году снимали этот ролик про пришельцев, Джей у нас уже был. И он присутствовал на самом деле в кадре. То есть он присутствовал в кадре, вот лежал под одеялом, когда у нас были сцены в кровати. И когда мы снимали Диму на хромакее, он был вместе с Ирой, держал хромакей. Но это, естественно, он не попал, был вырезан. То есть в титрах бы его указали как вырезанный персонаж. Вот, и в связи с этим мы решили обязательно Джея добавить в это видео. И вот таким вот оригинальным способом поместили его в колбу. Ну, сделать это было довольно просто. Мы сделали 2 фотографии верха и низа Джея, закрыли ему глазки с помощью искусственного интеллекта, объединили ее, потом наложили на него каустик и поместили все это в Unreal Engine. И вот такая вот шикарная картинка получилась. Теперь Джей у нас тоже увековечен в этом ролике. Кайф. Вот так они монтируют. Понятно? Монтажеры. Понятно, понятно, все с ним. Вообще, на самом деле, да иди сюда. Вот, на самом деле мы сидим и обсуждаем этот ролик сейчас. Да, конечно. Дима. Кто вам теперь поверит? Но мы сидим и обсуждаем, что... Что, зайчка? Они тут балаболят, да? Ты даже это контролируешь. Контролируешь, да, даже такое, молодец. Ну, конечно, сразу про лабораторию заговорили. Вначале не поднимаешь. Одна из проблем, конечно, которая происходит в коммуникации, то, что Дима у себя работает, я у себя. Удобнее, конечно, было бы вместе работать. Сейчас он сделал не совсем такую трубу, как я представлял. То есть я хотел, чтобы труба вот продолжалась вот туда. Туда было ответвление налево, потому что в следующем кадре Дин идет задним ходом. Сейчас покажу. Видите, потому что в следующем кадре Дин идет задним ходом и смотрит, вот, заглядывает, здесь есть налево ответвление. А, соответственно, здесь у нас никакого ответвления налево нет. То есть надо это переделать. И как я Диме пишу замечания. Ну, вот так вот, смотрите, ну красота же. В фотошопе просто расчертил ему трубу, поправил, что где должна быть решетка, секция, которая должна будет вздрогнуть, где ответвление должно быть. Ну, все четко. Я считаю, что это вот ТЗ просто... Ну, по такому ТЗ невозможно сделать неправильно. Джей, согласен? Это я все делал. Ты все делал? Угу. Да ну не похоже. Смотри. Ты печатать умеешь? Конечно, смотри. Ну, да, в принципе, да. Угу. Ну, ладно, ты все На делал. 2 языках умею печатать. Конечно, очень устал я уже от этого проекта, потому что последние 2 недели, то есть как выглядит день, просыпаешься, гуляешь с собаками, садишься за компьютер, работаешь, гуляешь с собаками, садишься за компьютер, гуляешь с собаками, идешь спать, просыпаешься. И так по кругу. Надо уже, конечно, заканчивать его, потому что уже усталость, конечно, накопилась. Так, сегодня я пришел к Диме, потому что уже вот эти последние сопли не получается по связи довести, по видеосвязи. Надо вот так вот рядышком сидеть. Смотрите, картина Сальвадора Ди Эллина, да, портрет. Написан. Кто ее написал? Бэнкситрон. Хороший художник Бэнкситрон. И Лео да Винксис тоже хороший. Вот Икс Лиза. Классная. Она, смотрите, вот у Икс Лизы прикол, то есть если закрыть вот рот, она как будто не улыбается. Закрыть глаза, не улыбается. А вместе смотришь и улыбается. Это вот Лео да Винксис, конечно, хорош. Поступило предложение переименовать Икс Лизу в Лизард. И все перерендеруем заново. Мон, что там она нас снимала, да, когда мы на балконе сидели, обсуждали видео? Ира? У меня сегодня выходной. Понедельник, да? И что? День рабочий. У кого? У всех. Ну, все это все, а я это я. А еще смотрите, какая у Димы классная система охлаждения. Ноутбук на рендерах очень сильно греется.
Поэтому Дима поставил себе дополнительное охлаждение сюда. Вентилятор, он дует, охлаждает ноут, и таким образом рендеры вытаскиваются. Инженеринг. Да. Ты сам догадался или жена подсказала? Жена подсказала. Я так и думал. Она-то промышленник, это ты у нас медик. Старое закончили, сейчас выдал Диме задание на новые планы. Сколько, штук 6 тебе осталось сделать? 7, 8, 10? 7. 7. Ну ты справишься, ты уже штук 40 сделал. Ладно, я пошел дальше кейть. Ставлю на рендер. 95% ролика закончено, но сейчас нужно начинать уже поиск каких-то блох, каких-то проблем. Нужно сейчас все это отрендерить и отсматривать уже своими глазами, не в предпросмотре. Предпросмотр сейчас по 1-2 FPS выдает, а надо именно вот посмотреть, может быть, даже на телевизоре, и вылавливать всякие бложки. Ну, я надеюсь, день-два остался. На самом деле от того, сколько проблем сейчас будет, сколько ошибок в этом рендере, очень много зависит. Смотрите, как бодро идет начало, да, где нет графики. То есть оно рендерится со скоростью 200 кадров в секунду. Вот. Почти 200, да. 130, 140 было. И сейчас начнутся кадры с графикой. Хоп. Все, фризанули. 1 кадр в секунду пишет. На самом деле еще медленнее даже. И смотрите, время все увеличивается, увеличивается. О, 1 кадр отрендерил. Видели? Я думаю, что это на всю ночь, поэтому я пошел поиграю в Diablo 4. И скоро узнаем, сколько времени занял рендер. Итак, рендер длился 4 часа. В принципе, это не так уж и плохо. То есть у нас не одна попытка на рендер, можно будет, если что, перерендерить. Потому что косяки есть, конечно, сейчас покажу. Вот смотрите, здесь ореол вокруг пришельца, ну вы не видите, но он есть. Это надо подкрасить вот этот фонарь, это не проблема. Где-то жесткие косяки были. А вот, смотрите. Убегает, убегает, и раз начал моргать. С чего он начал моргать? То есть, видите, это абсолютно как бы ничем не продиктованный глюк, вот просто вот так вот зарендерило. Что с этим делать, непонятно. Но в целом вообще бесит, просто бесит. Сегодня 17 октября, и я наконец-то получил чистый рендер. Я не знаю, как у меня это получилось. Я нарушил, конечно, правила Эйнштейна. Я делал одно и то же и надеялся на иной результат, как бы, но у меня вышло. Кайф. Все, теперь можно уже отсматривать, подбирать звуки и выпускать видео для патронов. Я надеюсь, что сегодня четверг, я в субботу выпущу для патронов. За неделю или 2 переведу это все на разные языки. Выпущу вот этот влог одновременно, чтобы все разом выпустить, чтобы было очень круто и интересно. Но это кайф. Наконец-то, понимаете, столько времени потрачено, и я наконец-то хоть смог посмотреть, как это выглядит сам. То есть я целиком, вот только первый раз сегодня все это увидел. И это очень круто. Мне очень нравится. Там ребята записывают звуки. Пойдемте посмотрим. Did you see it? He's sick. This is a disaster. Conrad! Неплохо, но ты знаешь, вот на код Red ты себя сдерживал, да, условно говоря? Получил я Did you see it? Dean's sick. This is a disaster. Conrad! Pull it together, you cosmic sponge. We have got it. Pull it together, you cosmic sponge. Это в одно. Pull it together, you cosmic sponge. We have got a dog to save. We got a dog to save, да. Смешно то, что мы текст придумали на английском, а потом переводим его на русский. Робкая планета, крепкий кофе. Так, Садин болен? Нет, 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 нет. Это межгалактическое ЧП. Мы должны все исправить как-то. Неплохо. Ну, давай еще разочек. Алло, Дим, ну мне корабль не нравится. Нет. Надо Doxydin Fans, апостроф поставь и картинку перенеси. Я тебе отправил как? Да давай завтра сделаю. Да через 2 часа релиз, давай быстрее.
Так, сегодня 21 октября, и мы наконец-то загрузили версию видео для патронов. Патроны уже прямо сейчас могут смотреть это видео и кайфовать. И, кстати, я смотрю по комментариям, им очень нравится. Но для нас работа только начинается, потому что нужно теперь сделать обложки, придумать названия, сделать переводы на разные языки, а мы выпускаем с переводами на 8 языков. И то есть на самом деле еще огромная работа. Плюс нужно вот этот влог домонтировать, потому что я хочу выпустить все разом. То есть работа предстоит огромная, но она уже довольно скучная, поэтому вас обременять ею не буду. Спасибо большое вам за просмотр этого видео. Я надеюсь, что вам было интересно то, как мы создаем эти видео. Вы увидели, насколько мы вовлечены в этот процесс, насколько мы любим то, что мы делаем, и насколько много деталей и подводных камней в этом всем. Спасибо большое за просмотр еще раз. Обязательно поддерживайте нас на Патреоне. Вот сейчас вот здесь ссылочка появится. Потому что без вашей поддержки вот такие видео масштабные, крутые, прорывные мы снимать не сможем. А я хотел бы, чтобы каждое наше видео было таким. Чтобы каждое видео было на 110%, на 120%. Чтобы с каждым новым видео мы совершали квантовый скачок. Спасибо за просмотр и до новых встреч.